3 часа ночи волк вытащил спящего ребенка из дома на улицу. Он схватил 3-летнего мальчика за пижаму и потащил в лес. Когда родители проснулись и выбежали следом на улицу, они были уверены, зверь уносит их сына как добычу. Но через несколько секунд стало ясно, этой ночью волк пришел не как хищник, а как спаситель. Однажды лесник по имени Михаил услышал в зимнем лесу странный звук. Сначала он подумал, что это просто треснула ветка, но потом услышал тяжелое хриплое дыхание. Осторожно раздвинув ветви, он увидел волка. Зверь лежал в капкане браконьеров. Его лапа была сильно изранена, снег вокруг был красным от крови. Михаил не смог пройти мимо. Он усыпил волка седативным уколом, освободил лапу из железных зубьев капкана и, несмотря на огромный вес зверя, дотащил его на волокуше до своего дома. Там, в сарае, он начал лечить раненого хищника. Жена Михаила, Анна, сначала была в ужасе. У них был маленький сын Ваня, которому всего 3 года. Но волк оказался спокойным. Постепенно он начал поправляться. Михаил назвал его Аскольдом. Через несколько недель волк уже ходил. Он мог уйти обратно в лес, но почему-то остался. Днем он лежал возле крыльца, а ночью обходил двор, будто сторож. Маленький Ваня сначала смотрел на волка только из окна, но однажды Михаил разрешил ему осторожно подойти. Волк понюхал руку ребенка и даже лизнул пальцы. С этого дня между ними возникла странная дружба. Но однажды случилось страшное. Рано утром Ваня проснулся раньше родителей. Увидев за окном, что выпал снег, он тихо оделся и вышел из дома. И начал играть со снежинками и лепить снеговика. Мальчик решил зайти в лес. Ему было все интересно. Аскольд заметил это и пошел следом. Снежинки и большой интерес привели Ваню к высокому обрыву над рекой. Мальчик потянулся за ней, и земля под его ногами вдруг осыпалась. Он начал падать. В этот момент из кустов вылетел Аскольд. Волк схватил мальчика зубами за комбинезон и рывком вытащил его назад на землю. Затем он потащил Ваню обратно к дому. Когда родители увидели волка, который несет их сына в зубах, они сначала подумали самое страшное. Но через секунду поняли – зверь спас ребенка. С этого дня Анна перестала бояться волка. Однако опасность еще не закончилась. Браконьеры, на которых Михаил сообщил в полицию, решили отомстить. Однажды ночью они приехали к дому лесника с оружием. Но Аскольд почувствовал их раньше. Он разбудил Михаила и буквально вытащил Ваню из кровати, заставляя семью бежать. Через несколько минут в их доме уже были бандиты. Они разгромили его и подожгли. Но семья успела уйти в лес. Аскольд вел их по тайным тропам и привел к старой охотничьей избушке, где они смогли укрыться. Позже Михаил вместе с егерями попытался поймать браконьеров. Завязалась перестрелка, люди оказались окружены и почти без шансов на спасение. И тогда из ночного леса раздался вой. Это был Аскольд, а затем десятки других голосов. Волк привел свою стаю. Хищники вышли из темноты и окружили браконьеров. Люди, которые когда-то убивали волков ради забавы, сами оказались добычей. Так спасенный однажды зверь вернул долг человеку. И с тех пор в тайге ходит легенда о волке, который выбрал себе человеческую стаю и защищал ее до конца.